Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусные куриные крылышки. И я вам покажу два разных рецепта. Если вам понравится, обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, а мы поехали готовить! Итак, сегодня у нас главный герой это вот эти прекрасные куриные крылышки. Мы приготовим их в двух разных маринадах и покажу вам два разных способа приготовления. Первый вариант будет с паноазиатской ноткой, а второй в стиле барбекю. Начинаем с подготовки наших крылышек. У меня крыло состоит из трех частей. Первая часть, вторая и третья. Третья часть нам не нужна, здесь мяса нету и она невкусная, поэтому нам нужно ее обрезать. Между первой и второй частью есть сустав. Нам нужно с помощью ножа разрезать по суставу и получить две полукрылышки. И после этого мы приступим к нашему маринаду. Наши крылышки уже готовы, я их промыла и подсушила. И остаточные перья я тоже убрала. Поэтому мы переходим к маринаду. Для нашего маринада в паноазиатском стиле я буду использовать вот такой соус хуйсин. Это сладко-кислый соус с ярко выраженным ароматом. Добавляем его в мисочку. Достаточно так много, где-то около 2 столовых ложки. Туда я добавляю соевый соус. Я взяла темный, мне он больше нравится, потому что он более насыщенный и добавляет очень красивый цвет. Мы его берем где-то 1 столовая ложка, в 2 раза меньше, чем хуйсина. Здесь мы добавляем обязательно шрирача. Это такой острый соус, и его нужно буквально чуть-чуть, просто чтобы добавить такая остринка, но чтобы она не перебила, конечно же, наши крылья. Когда я говорю чуть-чуть, это где-то, например, 1 чайная ложка. Здесь мы добавляем обязательно рисовый уксус. Нам нужна чуть-чуть кислиночка. Вот добавляем. И здесь, чтобы мы получили такой азиатский привкус, нам нужно добавить обязательно молотого имбиря. Они очень любят имбирь. Добавляем побольше. И добавляем обязательно чеснок. Я его пропускаю через прессом. Так. Пропустили. И здесь я добавлю вот такие специальные специи для паноазиатской кухни. Здесь сбор разных шипучих и сыпучих, поэтому очень хорошо подходит для азиатской кухни. И добавляем чуть-чуть этой приправы. Кстати, она тут с кунжутом, с белым, с черным. Короче, в общем, магия. И хорошо этого все перемешиваем. После того, когда мы этого все объединили, добавляем наших крылышек, чтобы они мариновались. Вот так. И хорошо нам нужно это перемешать, чтобы наш маринад их обволакивал со всех сторон. Наши крылышки, вот эти крылышки мы будем готовить в эйрфрайере. Или если у вас его нету, вы можете их запечь в духовке. Так, оставляем их где-то на 2-3 минуты, максимум 5, чтобы они так хорошо пропитались нашего маринада. И мы приступаем к наших следующих крылышек. Пока наши крылышки маринуются, мы займемся с крылышки барбекю. И, конечно же, для них нам нужно приготовить, собственно, и соус барбекю. В сотейник отправляем кетчуп. Наш соус будет на его основе. Добавляем соевый соус. Я взяла темный. Затем добавляем яблочный уксус, чтобы придать соусу легкую кислинку.
Теперь вливаем кока-колу. У меня без сахара, но лучше брать обычную, со сахаром. И дополнительно добавляем немного сахара, чтобы соус получился именно сладковато-кислым. Для остринки щепоточку каенского перца, буквально чуть-чуть. Дальше добавляем крахмал. Его нужно вводить в холодную жидкость и хорошо размешать, чтобы не осталось комочков. После этого ставим соус на медленном огне и варим, постоянно перемешивая до загустевания. И пока наш соус там варится, мы подходим к крылышками. Крылышки барбекю мы будем обжаривать в фритюре, ну точнее его имитация. Поэтому я уже поставила сотейник с олией, чтобы оно нагревалось. Крылышки мы будем готовить, обволакивать в крахмале. Таким способом при прикосновении с олией крахмал схвачивается, образует такая тоненькая пленочка и не дает сокам, которые находятся в крылышках, покидать, собственно, наши крылья. И в таком способе они остаются очень-очень сочными. Поэтому берем одно крыло и вот так нам нужно его обволакивать со всех сторон хорошо с крахмалом. И больше абсолютно ничего. Вот получается у нас вот такое крылышко. Так мы будем и обжаривать. А как понять, крыло готово или нет? Когда мы его отправим в олии, оно сразу потонет на дно. Когда мясо приготовится, оно постепенно будет подниматься вверх. И тогда это означает, что пора снимать наши крылышки. Ну и цвет, они получатся такие золотистые. Соус у нас уже готов. Он остыл и получился гладким и однородным. Теперь отправляем в соус наши крылышки. Тщательно обволакиваем их со всех сторон и выкладываем для подачи. Сверху добавляем кунжут и буквально чуть-чуть бальзамического уксуса. Куриные крылышки из фраера тоже уже готовы. Они хорошо подрумянились, поэтому перекладываем их с фраера для подачи. Ребята, наши крылышки наконец-то готовы. И маленькое уточнение, как я приготовила крылышки в эйрфрайере. Первые 15 минут они готовились при 150 градусов на функцию эйрфрайер. А после этого я поменяла режим на гриль и дожаривала еще 10 минут. Они получились очень сочные и чуть отличаются, чем те, которые мы готовили в фритюре. Здесь более хрустящие, а здесь более нежные. Но оба варианта идеально подходят под пивасики, поэтому если вы любите крылышки и пиво, то обязательно приготовьте. И я уверена, вам очень-очень понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и увидимся в следующее новое видео. Пока!